Привет, армия. Тэхён открыл свое сердце, а Чингук наполнил его любовью. Тэхён — любовь, которая заставляет нас дышать. Есть любовь, о которой не нужно говорить. Потому что она настолько сильна, что мир чувствует ее без слов. Есть чувства, которые растут не от множества взаимодействий, а от искренности, которая исходит от каждого взгляда. В сверкающем и таинственном мире кей-попа одна история медленно привлекает внимание. История, которая оставляет миллионы безмолвными. Сделайте паузу, затем сделайте глубокий вдох. История Ким Тэхёна и Чон Чингука, Тэхён. Они никогда не говорят «мы любим друг друга». Но кто может игнорировать блеск в их глазах, когда они смотрят друг на друга? Кто может закрыть глаза на язык тела, который, кажется, говорит правдивее тысячи слов? Тэхён — нежный, загадочный и артистичный. Чингук — спонтанный, сильный, но втайне нежный. Они словно полные противоположности, которые каким-то образом притягивают друг друга без объяснений. Тэхён известен тем, что скрывает все от других. За его очаровательной улыбкой скрывается богатый и глубокий внутренний мир. Он не из тех, кто легко показывает свои чувства. Но посмотрите, как он ведет себя рядом с Чингуком. Его поведение меняется, его взгляд смягчается, его улыбка становится искренней. Это не просто утешение между двумя друзьями. Это выражение того, как кто-то наконец чувствует себя достаточно безопасно, чтобы открыть свое сердце. Один момент во время фотосессии в супермаркете. Момент, который большинству кажется обычным. Но для чувствительного фаната это был взрыв эмоций. Тэхён стоял рядом с Чингуком. Он нежно коснулся его плеча, но многозначительно. Его взгляд был устремлен в ту же сторону, что и взгляд Чингука. Как будто говоря, что бы ни случилось, я буду с тобой. И вот, сердца открылись не словами, а маленькими поступками, имеющими огромный смысл. Чингук — золотой макне, выросший в глазах мира в мужчину, исполненный глубочайшей любви к тому, кто стал частью его души. Любовь не нужно выставлять на показ, и ее не нужно объяснять. Она просто чувствуется. И он направляет все свое внимание на одного человека, Ким Тэхёна. Обратите внимание, как он всегда ищет Тэхёна в толпе. Как он держит дистанцию, но всегда возвращается на одну и ту же сторону. Как он корректирует свой темп, следует ритму. И даже меняет свои эмоции, когда находится рядом с Тэхёном. Как будто Чингук знает, что открытое сердце хрупкое. И его долг — беречь его со всей искренностью. Даже за камерой многие моменты запечатлены, даже если они этого не осознают. Чингук украдкой поглядывает на Тэхёна, пока остальные смеются. Поправляет ему воротник или просто смотрит ему в лицо. С выражением, которое он никогда никому не показывал. Это не игра, это любовь в ее самой искренней форме. Что делает эту историю еще более трогательной, так это то, что они никогда не пытаются нас убедить. Они просто остаются собой. Но в каждом движении и тишине есть близость, слишком сильная, чтобы ее игнорировать. Во время концертов Тэхён тайком искал Чингука на сцене. Во время репетиции Чингука всегда тянуло к Тэхёну. В интервью они делали друг другу комплименты, иногда тонко, иногда открыто. Даже такие моменты, как совместная игра на гитаре в их комнате. Отпуск на Чеджу или просто обмен взглядами во время живых выступлений. Запечатлелись в памяти армии как фрагменты истории любви, слишком прекрасной, чтобы быть вымыслом. Кто-то может назвать это фан-сервисом. Но те, кто следил за историей BTS с самого начала, знают, что любовь Тэкука простирается далеко за пределы сцены. Их любовь не была сформирована камерой. Напротив, камера невольно запечатлела реальность, которую они не могли скрыть. Потому что настоящую любовь невозможно подделать. Она возникает спонтанно,
например, когда Чингук дразнит Тэхёна. А затем широко улыбается, когда получает пронзительный, но ласковый взгляд. Как Тэхён сидит рядом с Чингуком без причины. Казалось, даже расстояние в метр казалось слишком большим. Не было никаких разъяснений, никаких признаний. Только тот факт, что они остались вместе. Пройдя сквозь время, славу и даже давление миллионов наблюдающих глаз. И, возможно, в этом и заключалась сила их любви, она не зависела от признаний, а от способности выдержать. Одно можно сказать наверняка, когда Тэхён открыл свое сердце. Чингук был рядом. Не просто войти, но и остаться, быть светом во тьме. И затишьем в буре. А мы? Мы стали свидетелями необыкновенной любви. Любви, от которой сжималось сердце. На глаза наворачивались слезы, и наше сердце шептали. Это настоящая любовь. Тэкука таким милым делала то, что... Они не были идеальной, написанной по сценарию парой. Они были неписанной парой, чья красота заключалась в их несовершенствах и подлинности. Они показали нам, что любовь не обязательно должна быть показной, чтобы быть настоящей. Она может существовать в тишине, но при этом кричать в трепете сердца. Каждый раз, когда они смотрели друг на друга, наши сердца колотились. Каждый раз, когда они смеялись вместе, мы улыбались. И каждый раз, когда они сидели рядом в тишине. Мы были так уверены в реальности любви. Тэгуки были не просто воображаемой парой. Они были отражением глубочайшей любви. Любви, которая не требовала понимания, а лишь чувства. Любви, которая не ищет подтверждения, ей просто нужно пространство для роста. И в этой любви Тэхён открыл свое сердце. А Чингук, не колеблясь, наполнил его. Теперь мы можем надеяться только на одно. Что они останутся счастливыми, что любовь прибудет. И что мир, хотя он, возможно, никогда по-настоящему не поймет, останется безмолвным свидетелем любви, которая заставляет всех нас дышать полной грудью. И в конце концов, не количество взаимодействий, не проявленная романтика, а молчаливый взгляд, хранящий 1000 смыслов. Это то, что делает Тэгука бессмертным в наших сердцах. Тэхён молча открыл свое сердце. А Чингук спокойно вошел в него без принуждения. Они не пытались быть идеальными. Они просто стали настоящими, и это заставляет нас верить. Потому что в мире, полном фальши, простая, но искренняя любовь, подобная их. Это дыхание, которое поддерживает нас. Любовь – это не шоу. Любовь – это понимание. И если настоящая любовь действительно не нуждается в признании, тогда Тикук написал историю любви, которую не просто видно, но и чувствуешь до самого сердца. Вечно, Тикук. Вечная любовь. И для тех из нас, кто наблюдает издалека, возможно, этого достаточно, чтобы стать свидетелем любви, которая безмолвно тронула мир. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business